Ну чего, искупаемся? Давайте, с разбега, Валентина Ивановна. Слабо? Нет, мне не слабо, полотенца нет. Нет, открывается дверь, появляется молодой мальчик в белом халате. Ставьте вот сюда чемоданы, поднимайтесь обедать. Посмотри, как красиво сделано. Просто посмотри, как красиво сделано. С тыквой, со всеми этими. И ему на виду всей столовой, около двери. О, отдохнуть, да, Валентина А Ивановна? почему бы и нет? Всем привет, дорогие друзья! Гостиница Арианда, набережная. И сейчас вон она вдалеке, Валентина Ивановна. Она меня еще не видит. Сейчас мы ее приблизим. Вот она. Торопится навстречу. Отдыхать уже устала. И мы ее сейчас встречаем с вами. Ну а пока идет лайк обязательно и добрый комментарий. А вот и Валентина Ивановна. Возле гостиницы Арианда. Сколько лет, сколько зим, Валентина Ивановна. Привет. Как жизнь молодая? Отлично, у меня отлично. Как твоя жизнь? Ну, Где ты нормально. припарковался? А там вон, на Гоголевской туда На дальше. Гоголевской, Да, да? ну, Потому что там у нас наверху тоже кое-чего бывает. не, нормально. Ну, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни? Ну а что, ну надо иногда и в санаторий съездить. По Ялтам По Ялтам, шастаете. Да, конечно. Ну И что, так. начнем с Приморского пляжа. Ну я не знаю, что тебя интересует, пожалуйста. Ну, давай. сейчас мы микрофончики повесим. Ну что, Валентина Ивановна, пойдемте покажете, где вы Да, живете. да, покажу свой санаторий. Что у вас здесь, возле Арианды прям? Нет, чуть-чуть повыше. А в Арианде ни разу не были, Валентина Почему? Ивановна? Да раз 10 было. Вы там жили? Да. Жила, сейчас я покажу балкончик моего номера. Ну и как там? Замечательно. Просто сейчас дорого. Сейчас дорого неподъемно. А там очень комфортабельно. Это старая гостиница. Это старая гостиница. Сколько раз, миллион раз в Ялте был, ни разу внутри не был. Не был? В Арианде нет. Почему? В Арианде было в старые времена очень хорошо. Сейчас машина проедет, подожди. Сложилось. Сейчас. Вот он. Белый балкон. Такой. Вот белый балкон, три окна. Большой? Вот большой, 3 окна. Вот Да. 3 окна. Это А, всегда- вот эти, раз, два, три. Вот этот. На балконе? На балконе, который. Это А. был всегда мой номер. Нифига, вы крутая были, Валентина А, Ивановна. конечно. А почему бы и нет? Работала. Ну, это такие Да, да, балконы и люкс. да. Это был. И я вот всегда выходила, все, вот все. И, на видишь? балкон? Да, и вот, пожалуйста, Вот передо мной набережная, море. Приморский пляж. Да, Приморский пляж. Теперь он сейчас стал для них закрытый только для гостиницы. А раньше немножко еще Ну и пускали. как там внутри, вот, хороший номер? Да, номера, я говорю, это старинные, со старой такой фундаментальной мебелью, все очень чопорно, все очень красиво. Главное, ресторан был очень приличный, хорошо кормили, все. Но теперь это пока недопустимо, невозможно. Ну вот, Вот друзья, это вот новая, так сказать, набережная. Она раньше была городской пляж был раньше. Потом построили вот этот Приморский пляж, начал называться. И Приморская Игорек, набережная. я вообще, когда вышла, приехав на набережную, Ага. я просто поразилась тому, что здесь сотворили. Здесь Вы же знали? все, да нет, здесь все понастроено. Здесь уже от моря отсекли. Посмотри, вот ты одно показал, вот перед тобой второе. Сейчас Да. еще мы подойдем третье и так далее и тому подобное. Здесь раньше был городской пляж, просто, Да, да, ничего да, вот этого да, не было. да. А вот туда выше, это вот как Да. раз и есть Приморский. Это парк и есть, он и начинается. пойдет. Я уже его, конечно, весь пробежала. Я уже в свое кафе сбегала, где барабульку делают, и все. Но, к сожалению, это кафе закрыто. Там ничего не получается, да? Там ничего не получается. Всё. Сегодня не пойдете. Да, у нас экскурсия. Соседки ваши, Да, это из нашего санатория. вы уже там Ну, вот. медийная личность. Да, я даже сегодня пошла на ингаляцию. Прежде чем сесть, она говорит: Валентина Ивановна, подождите, что я вам покажу. Она входит в свой телефон и показывает мне, как я танцую в Сокольниках под проливным дождем с зонтиком в красном платье. Мое видео, да? Да, твое видео. Вот так, видите? Вот я тебе свидание назначала. Ага. Я тебе свидание назначала у Горького. Горького. А ты Максима. захотел к Платану отползти.
Я сначала не понял, думаю. Ага. Я его, если честно, забыл. Максимку Пешкова. Ну, как отдыхается, Валентина Ивановна? Расскажите. Так. Ну, завтра будет 9 дней, ровно половина моего санаторского отдыха. Очень хорошо. Процедур у меня очень много. Я взяла. Во-первых, у меня жемчужная ванна раз. У меня соляная пещера 2. Ингаляции у меня 3. И грязь на руки 4. Какие из них уже прошли? Все. Физичай 5. И давайте поподробнее по каждой процедуре. Что там и как? Вот я, понимаешь, ты сегодня поздновато приехал. Зрителям Потому, интересно будет. потому что нет, я бы тебе сказала, они до часу сегодня работают. Понимаешь, ты вот даже посмотрел, эта половина, как это все делается. Соляные ванны это что? Жемчужные. Жемчужные ванны. Жемчужные ванны. Это ванна, лежишь, пускают кислород, все бурлит, кипит, и ты в этой ванне лежишь 10 минут. Процедура очень приятная. Хорошо, Очень. хоть не углекислый. Нет, нет, это нет. Дальше соляная пещера. Это тоже очень хорошая вещь. Сидишь абсолютно. А как по времени? Все везде по 10 минут. 10 минут, да? Все по 10 минут. Причем самое интересное, что так, нам сейчас направо, и мы придем. Ага. Вот. Вот этого дома, который ты сейчас увидишь, его не было тоже. Это тоже новостройка. А киностудия, она вот там находится, вся в упадке. Ну, ее восстанавливать будут вроде. Не знаю. Так, ну давайте про процедуры. Дальше. Так, дальше. Очень хорошая процедура на руки. На руки? На руки, на руки, на руки. Кладешь, закладывают в такую грязь, горячую зажимают, сверху песок, мешок с песком кладут. Получаешь истинное удовольствие. Просто. Вот, потом ингаляции. Ингаляции с эвкалиптом, это подышать. И фиточай. Мне прописали сердечный. Фиточай, это после него из туалета не вылазишь, да? Да. Вот, все. Дальше все меня, значит, на физкультуру, на дыхательную физкультуру. Но я 2 раза посидела на лавочке, посмотрела, что они делают. Ага. И не вдохновилась. Не вдохновились? Нет. А что? Не, Игорек, не вдохновилась. Больше не пойдете на нее? Нет, а я не ходила, я на лавочке просто сидела, вы я смотрела, да. Что Она, это да. такое, да? Ну, здесь сейчас еще. Вот он, да? Это ваше здание? Да, да, да. А, вот да, оно это. Как да, он называется? Орлиное гнездо, да? Да. Вот он этот. Вот Валентина Ивановна в горку. А вы Это говорили... не гора. Я тебе все же покажу. Ты посмотришь, как я хожу питаться. Вот Понимаешь? да, вы говорили, что не очень удобно, да? Да, да, ты узнаешь это. Ты посмотришь наши лестницы, посмотришь, как мы лазим питаться. Нет, ну мы не пойдем туда, мы сейчас... Почему не пойдем? А зачем нам? А ты Мы на набережную пойдем. на набережную, само собой. Так, здесь не надо, вот мы уже пришли. Я уже здесь живу. В этом корпусе? Да, да, да. Вот, Орлиное Так, гнездо. давай-ка здесь они выскакивают, как ненормальные. Осторожно. Машина. Спортивную. Это вот ваш санаторий, да? Так, все, быстро, быстро, быстро. Все. Вот оно, Орлиное гнездо. Народ сидит здесь. Вот. Вот, смотрите, Да, здесь да. что. Да. Вот, Валентина Ивановна здесь у нас Да, вот здесь. Пойдем дальше. харчуется. Не, ну внутрь не пойдем. А почему ты не хочешь посмотреть? Ну а что там интересно? Ну, как хочешь. И все вот. Просто я тебе даже... Наверняка скажут, не надо снимать. Нет, подожди минуточку, я тебе просто покажу, что у нас вот смотри, куда я лазю. Иди. А куда вы лазите? Вот сюда. Подвал? Да, Зачем? здесь соляная пещера. Вон а что. Сегодня, там, к сожалению, все до часу. Ну вот да, туда. выходной. 27 ступенек. Вниз вы и уже 27. посчитали? Да. А я посчитала, у меня 350 на все каждый день.
А 300. куда идете обедать завтра? Так, вот выходим и И туда. туда, наверное. И И сколько туда. по времени? Очень быстро. Времени очень немного. Времени очень немного, но ступеньки, которые тоже ты сам эти ступеньки увидишь. 350 ступенек в день. Вот так. Это только вверх, да? Или туда-сюда? В общей сложности А, за в день. общей. За день. А, за день? Ну, это если считать 3 раза в день, вы туда ходите, это немного. Я думал, один подъем 350. Нет, я посчитала один подъем 87, 47, 55. Вот так, один подъем, понимаешь, в чем дело? Сейчас мы можем здесь чуть-чуть пройти и пройти на Приморский парк. Можем Нет, спокойно. в парк не пойдем, Валентина Ивановна, там Не- ничего интересного. Там абсолютно ничего Я интересного. там много В парке раз был. ничего интересного нет. Вот мимо этого. Павлов. Помните собаку Да, Павлова? да, там Вот Сеч... он, этот а там товарищ. Сеченов, да, там Сеченов был. Так, и вот сюда вы заруливаете, Нет, да? нет, Или вот туда, по- смотри. Наверх, да? Давайте перейдем. А, вон, и туда. Дальше вот кочефы Черноморского флота, да? Ага. И туда вверх, 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 на самый-самый верх. Абсолютно. Понимаешь? А, Вот так. ну, красота тут, Валентина Ивановна. Как вам Ну все. новая Ялта? Новый Ялта очень нравится. Нравится? Очень нравится. Очень чистая, очень ухоженная, очень красивая и очень дорогая. Это очень дорогая. Самое главное. Да? По ценам, вот мы пойдем, я тебе покажу. По ценам уже невозможно. Понимаешь? Даже самое элементарное, предположим, селедка. Даже селедка. 850 рублей килограмм. Это вообще ни в какие оглобли просто не лезет. Да, но ты же еще и хотел посмотреть кафе «Сирень». А где она здесь? А где-то на Наве. Это когда будем на набережной. набережной, да. На набережной. Где там обедаем будем. Будем там обедать, если Думаете? захочешь. Если А вы захочешь. обедали, кстати? Нет. А, ну тогда будем, конечно. Вы За- аппетит ведь нагуливали. А там все очень хорошее. Там ты и сам там поешь с удовольствием. Ну, не знаю, это я расхваливаю. А уж как тебе понравится, не знаю. Не, ну гречку я точно там есть не буду. Ну, гречку и не надо. Там кроме гречки есть много чего. Да. Там картой можно расплатиться? Что? Картой можно расплатиться? А, да, можно. Можно, не волнуйся. Можно. Так, ну. Я знаю. Вот смотрите, Уходи, уходи. коротенечко мы прошлись Да. до санатория. Ну, буквально, если таким средним шагом идти, то до набережной минут 5. Да, да, Вот мы не щас торопясь, да, не спускаемся, торопясь. и А будет я и ухожу, набережная. Игорек, а я и ухожу вечером после ужина. Если нет ничего интересного у нас, я отправляюсь. Я отправляюсь на набережную посидеть. Вот была 3 раза у Платана на танцах. Только постояла. Чего? Потому что почему-то сейчас оккупировали Платан. Ну, как бы тебе поаккуратнее выразиться, не знаю. Нет, национальная музыка. А, Национальная. Всё И танцы чисто национальные. вам такое не нравится. Да, это понять. Грузинские, армянские, азербайджанские, татарские и так далее. Ясно. Вот. Это, конечно, неплохо. Танцевального ничего нет. Это, конечно, хорошо. Танцы красивые, ничего не скажешь. Но, как говорится, Не мое. не то, что не мое, а не хочется в этом, Игорек, принимать участие, потому что у них как бы уже свое отработанное, и ты уже вклиниваешься. Ну, Вот да. так. Так, ну расскажите еще что-нибудь про санаторий, Валентина Ивановна. Так, Какие там досуг какой, или как говорят некоторые умники, досуг. Какой досуг там у вас? так, ну какой у Чем нас? вы там занимаетесь? Сейчас расскажу. Во-первых, у нас Кроме пьянства, разумеется. Шучу, ну, Валентина пьянство у Ивановна. нас не приветствуется. Оно, наоборот, очень даже Карается. и карается, пресекается, да, и пресекается. Правильно. И мы не способствуем этому. Правильно. Люди стараются купить бутылочку хорошего вина, попробовать, и на этом ограничиваются. Потому что быть в Крыму и не выпить крымского вина, ты сам прекрасно понимаешь, это нереально. Вот. Сейчас я тебе одно место покажу, Давайте туда зайдем. где фотографии получаются. Я даже не знала, мне девчонки показали, потом пришлют эти фотографии. Ничего не было.
О чем ты говоришь? О каких стекляшках от моря вообще, Игорь, могла идти речь, а? Когда мы спокойно вот сюда спускались, да? Вот он пляж. Спускались. Все. Вот Ну, это раньше, я говорю, это раньше всё. был городской пляж. Городской пляж, вот и все. А сейчас одни кафе. Вот я вечером вышел посидеть, да? Долго не насидела, Второй пищей ярус. пахнет. Пищей пахнет. Понимаешь, пищей пахнет. Все. Спустимся пониже, Валентина Ивановна. А? Спустимся пониже. Спустимся, пошли. Это вот здесь. Я знаю, собираем. Вот. Так, ну мы не ответили, дослушайте. Так, значит, танцы есть? во-первых, танцы 3 раза в неделю. Дальше 2 раза караоке, 3 раза кино. Дальше устраиваются выезды на концерты. Вот, например, сегодня должны ехать в санаторий Горный. Это где он? Там, это еще выше нас. Аккуратненько. Как ваша нога? Отлично, нога нормально, просто здесь О, очень Валентина Ивановна, высоко. на каблучке все равно. А ты как думала? Да, кстати, у меня все спрашивают, а где ваши каблуки? Что Я вы говорю, отвечаете? А я говорю, по горам-то. Как я по горам на каблуках-то буду? Я же приехала в санаторий Орлиное гнездо. Орлиное. Да, тут прям кошмар один. Не привыкли вы, да? По ступенькам прыгать. Ну что, каждый день столько прыгаю. Давайте, вы там идите. а я Давай, здесь. столько прыгаю, что дальше ехать некуда. Ох, вы не торопитесь, Валентина Ивановна, а то, может, я вас подгоняю. Ну и вот она, Приморская набережная. Здесь кафе на кафе. Ну, кафе, пройдемся а- немножко, Давай, а куда смотри, давай. а потом спустимся туда, к морю. А здесь дальше надо, здесь. Я Не, не ну мы сейчас помню. вон туда пройдем. Да, есть, давай. Народ, Ялта сейчас стал круглогодичный курорт. Да. Да? Нет, курорт богатых. Богатых? Ялта стал курорт богатых. Сюда только вот попадают люди по санаторским путевкам, это которые могут поехать. А так просто не поедешь. Здесь все очень и очень дорого. Я еще раз Вы говорю. уже по магазинам походили? Пошла я даже на вещевом рынке. Даже На центральном были или где? Центральный рынок закрыт на реконструкцию овощной и перенесен на автостанцию. Мгм. Вот. А это рынок, который сделан очень, понимаешь, даже не передать, насколько культурно. Рынок вещевой. Спустимся. Конечно. А почему бы и Вы нет? уже были у моря? Была, конечно. Ноги не мочили? Нет, ноги не мочила, потому что был шторм. И мы Вон, люди, видите, купаются. Да. Да, и нет, и мы пришли, чтобы нас, знаешь, Игорек, вот так брызги вот стояли. Это мы сделали. Ну, здесь вот не работает курортный сезон, вот это все тоже открыто. На каблуках как? По гальке-то, наверное, не очень, да, Валентина Ивановна? Нормально. Нормально? У меня нормально. У меня ненормально, когда вот свет в глаза солнца бьет. Очки надо, солнцезащитные. Есть прекрасные, лежат. А чё же вы не одели? Да, зачем они? Как ты будешь на меня смотреть в черных очках? Интересненько. Ну, вы на меня смотрите. Ну, ты-то работаешь, а я-то нет. Саня вам вчера не звонил вечером? Звонил, ну как же, С похвалился. телефоном, да? Конечно, айфон купил, который ты ему посоветовал, что ему советовали другой, но он ни в коем... Не, я сама. Ни в Потом коем... мне говорят, что руки не подаешь. Я пишу, как я могу подать, если Когда я я снимаю. говорю сама, да. Да, и Валентина Я Ивановна сама говорит. Ну чего, искупаемся? Давайте, с разбега, Валентина Ивановна. Слабо? Нет, мне не слабо, полотенца нет. А так не слабо. Плащом выделитесь. О, нет, он как... Это неинтересно. Ну вот идите вдоль берега, я уверен. Да. Смотрите, а то захлестнет волной. Валентина Ну что ж делать, вытаскивать будешь. А там... Ивановна. Ноги намочите. Ну ладно, ноги можно. Ноги можно. Вот, Игорек, куда мы пришли? Мы пришли вот на этот мыс.
а нас разбиваются волны, и мы этим дышим, дышим, дышим. Сейчас море почти спокойное, чуть-чуть только, Да. чуть-чуть. Слышь, люди купаются, что ли, да? Да, 2-3 человека на весь пляж. Моржи. Не холодно? Нормально? Не купались? Да. Ивана компанию составите. 16 градусов. 16, да? Я уже говорили, что... Может, в воде тепло, а вылезешь, когда холодно, не? Да? Куда? Вон там давайте пойдем. Пойдем. Что вы от моря убежали. Я не убежал, это ты убежал. Так, ну немножко прошли, поднимемся. Поднимемся. Ты как считаешь нужным, так и делай. Как тебе Не, я, удобно. чтобы вам удобнее было. А мне удобно, ты знаешь, абсолютно, я спокойно иду. Вы как с Симферополя добрались, расскажите. Я Подробно. оказалась чайником. Чего? Не прочитала в путевке, что у нас от Симферополя до санатория трансфер. А я вам говорю, должен быть, Да. а вы как-то проигнорировали. Проигнорировала, Игорек, виноватая я. Он сам ко мне пришел, виноватая я. Ну вот, и они, конечно, все уехали, а мы с этим, с моим попутчиком по купе пошли и взяли билеты на автобус. Ага. Вернее, маршрутка. А трансфер прям бы вас до санатория Прям до довез. санатория их привезли. Да, но самое интересное, я сейчас тебе больше скажу. Вот мы сейчас не будем воспользоваться. Пойдемте. Вот мы сейчас, нас трое проживает вместе. Мы берем такси на троих до Симферополя. Прям до ЖД вокзала, да? ЖД. Почему? Потому что вот этот трансфер, он нас 18-го должен увезти в 10 часов утра. А поезд уходит в 18 с копейками. Ой, там Да, это там столько находиться времени, во-первых, очень трудно. Вот так. И во-вторых, там заняться в основном нечем. Ну да, Да, там потому что город я Симферополь знаю, там где-то хорошо отдохнуть не знаю. Я им тихо. Я им посмеялась и говорю: найдем давайте комнату матери и ребенка. И там присядем, да, Валентина Ивановна? Я буду мать, а вы у меня 2 ребенка. Вот. Так что, Ну да, видите, как вы лоханулись, можно да. сказать. Ты знаешь, а я не жалею. Я не жалею, что я так ехала. Да? Совершенно не жалею, нет. От того, что они приехали раньше меня, им лучше не стало. Ну они хоть... А вы добрались до автовокзала, До да? автовокзала, который разрушен. Да. Кстати, ничего от него не осталось Сейчас его строят вообще. по-новому. И дальше как оттуда? Самое интересное, Игорек, местные сказали, не по-новому его строят. Его разрушили, эти стены оставили, и в них все это же самое запихнут. А, обратно Да, все, да? да. Ну, доехали вы до автовокзала. Вы на рейсовом автобусе ехали? Мы ехали на маршрутке. На маршрутке? Потом взяли такси. И на такси доехала до санатория. Но Вы одна ехали Одна, на такси? да, Сколько да. такси стоит? 500, 500 рублей. Да. Ехать 5 минут. 5 минут. А у них такса. У них бесполезно. По городу 500 рублей. Да, абсолютно. Но самое интересное Как другое. поет Высоцкий. Туда 500, сюда 500, да? Не в этом дело. Дело в том, что он привез со стороны улицы Сеченова. Ага. Вот такие, чуть-чуть приоткрыты ворота. Вот такая гора. Но хороший таксист попался. А я с чемоданом и с сумкой. И помочь некому, да? Я ей говорю, что интересно. И что мне делать? Говорит, не волнуйтесь. Он втащил мне этот чемодан, так? А когда я увидела 55 ступенек вверх, мне вообще поплохело. Он и туда втащил. А, и даже туда. Конечно, он и туда втащил. Ну и поставил, я ему сказала спасибо, денежку заплатила. Все. Вот так, да. Ну, хоть так. Нет, открывается дверь, появляется молодой мальчик в белом халате. Ставьте вот сюда чемоданы, поднимайтесь обедать. А время уже было почти 4 часа. Ладно, ну я поставила, пошла, там что-то пожевала. Вот, и потом мне говорит, а теперь идите оформляться. А я говорю, простите, а куда? А он говорит, вниз. Вы знаете дорогу к Орианде? Я говорю, знаю.
Я говорю, и каким путем я вот с этим чемоданом и сумкой И с отправлюсь? чемоданом прям, да? Чемодан, он же в столовой стоит, я только Упитанные приехала. собачки здесь. Их полно здесь. Ну, Их- упитанные, Да, естественно. ну кормим, кормим по возможности. Так, ну и Ну и что? И я потащилась по этой улочке, которую я тебе все же сегодня покажу, несмотря ни на что. Ты просто ее вот как войдешь, снимешь и скажешь, вообще нормальные люди могут по ней ходить? Нет, нормальные люди по ней ходить не могут. Во-первых, несутся абсолютно транспорт без конца. Сам тротуарчик вот такой, по нему идти трудно. И как я хожу? Я хожу как с лошадиным паспортом. Я хожу по проезжей части. Причем иду, машина навстречу. Я прячусь за машину. Опять иду, опять машина навстречу. Вот так. здесь какая опасность, Валентина Ивановна? Дороги узкие, Да. здесь серпантин. Да. И машины вылетают, Да. могут неожиданно Нет, выскочить. ну, да, И- да. Вот, и когда я спустилась вниз, оказалось, это всего-навсего бывшая водолечебница. Вот сейчас этот наш санаторий, который ты снимал. Это бывшая водолечебница. Вот видите, Валентина Ивановна, бригантина стоит. Помните, такая Валентина группа? Ивановна не только бригантину видит, она сколько здесь провела приятных Помните, группа вечеров. «Машина времени»? Конечно. Сколько? Инагент Андрей Макаревич. Да. И Сколько? вот он песню, я Да. договорюсь сейчас, Да. он песню посвятил этой Да. бригантине. Да. А мы сюда это очень, песня. очень хорошо проводили Испаньола. вечера, экспаньола, да. Вечера. Есть что вспомнить здесь, да? Есть чего. Здесь были очень приятные вечера. Во-первых, сидишь прямо у моря, очень хорошее вино, все очень хорошее, понимаешь, все отлично. Просто все было отлично. Так, ну, давайте посмотрим меню. Давай, И здесь, прокомментируйте, Валентина здесь Ивановна. я не бывайте в другом месте. Горячие закуски. Сковородка с морепродуктами 1150. Ага. Лангустины с зеленым маслом 1150. Тут, походу, все по 1150. Нет, вот зачем же? Плато из морепродуктов 8800, пожалуйста. 8800, не мелочись. Вот, пожалуйста. Косичка из тигровых креветок. Гребешок на гриле 100 грамм. Это 1450. Так, вот смотри, если говорить о форели, она 300, а дорадо здесь вообще 420-100 грамм. Так, стейк рибай тоже 100 грамм, 950 рублей, 9000. Даже посмотри, картошка фри, которую мы едим с собой везде, 450. 450. Набережная, Валентина Ивановна. Это Баранина тушеная с овощами. да. На 3 персоны. Да. 2950. Ну, так, мгм. Так, это мы... Отметаем, Так, да? Нет, салаты еще посмотри. Давайте. Нет, вот опять знаменитый Цезарь. Да, по Цезарю. Где он? Вот он, 890. Вот он, 800. Ну, в аэропорту не меньше был, по-моему. Или Ну, больше. ты не бери Шереметьево, и это Ялта. Не бери, большая разница. Понимаешь, вот так вот. Все, Так что пошли дальше. пойдемте. Так, ну и пошли вы оформляться. Мы все... Да, пошла оформляться. Она, значит, оформляет. И я ей сразу говорю, вы знаете, я хотела бы остаться в этом корпусе. А вас другой хотели? Конечно, еще выше, на потолок. Ага. А я говорю, вы знаете, насколько я понимаю, это неприемлемо. Она говорит, хорошо, давайте. У нас есть очень хороший номер, но там проживание 3 человек. А, вот так. вот, Да, вот так. Я говорю, меня это не смущает. Я в основном буду только приходить спать, а в основном я буду гулять на свежем воздухе. Ну и вот она привела, действительно. Жаль, что ты не посмотрел. Номер был очень интересный. Ну, может быть, еще зайдем. Ну, если захочешь, да, ради бога. В Понимаешь? конце наших съемок пойду вас провожать. в Да, санаторий, да. И зайдем. Если меня пустят. Да. Уж со мной-то пустят аж на крышу. Не, ну они обычно сейчас. Ну да, не знаю, как да. раньше. Раньше Да. нормально, а сейчас как-то Да. они, когда снимаешь, относятся Да. не очень хорошо. Да, нет? да. Или да. мне показалось? Да. Нет, они нормальные. Просто сегодня я не знаю, какая смена. Понимаешь? Какая смена, я не знаю. Так, я тебе хотела показать. Сейчас мы пройдем вот здесь, где меня девчонки фотографировали. Получилось нечто. Ты просто узнай. Это впервые здесь появилось. Я этого не знала. Ну, это вот этого тоже раньше не было. Вот это Это вот тоже, это всегда было, да, тоже, знаменитое, да. Да. Вот этого мужика
А, это вот с собачкой здесь был этот, да, пес. Да. Типа наш ялтинский Хатико. Да, или да, да, Хатико. да, 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 да. Он ушел в море, как не вернулся, Да, да, и да, он да. преданно ждал его Да, пес. да, да, И он совсем, как да, говорит, недавно да, умер. Да, да, да. Да, и вот посвятили. Да. Еще я был последний Да. раз здесь года 3 назад, еще этого не было. Да. Вот уже поставили. И как и этому. Ну, рядышком. И Пуговкину, который тоже недавно. Не так. Пуговкин давно Ну, поставили. не очень на фоне все пошли. Это же не дама с собачкой, которые Так стоят. что вот такой памятник Да. у нас. И вон они лежат, гляньте, на солнышке греются. Да. Пойдемте к Пуговкину подойдем. Подойдем. Туда вот надо выйти нам. А мы прошли его, Валентина Ивановна. Нет, мне кажется, вон А, там. платан, вон он. Вон Ну, там, пойдемте да. туда, выйдем. Вон там. Мы еще здесь с Я вами. вот тебе что хотела показать. Иди сюда. А, чего? Ну, Идем, идем. Нет, нет. Мы... Еще А, нет. здесь перекрыто. Здесь перекрыто, не пройдем. Ну, давайте пройдем Пошли, там. все, Вон там. пойдем. И там не пройдешь, он закрыт. Сегодня Вы он есть. именно в кафе хотели зайти? Нет, не кафе. Вот эту стенку. Ну, что это? Ладно, бог с ней. Потом я тебе расскажу. А. Лавандочка. Да. Ну, знаменитая набережная Да. имени Ленина. Ну нет, мы ходили, было свободно, просторно, ничего не было. Дыши свежим воздухом, а сейчас дышим шашлыками, дышим гуляк-кебаб, еще чем-то, не знаю. Ну, Вообще. такие времена, такие Ну да, надо реалии. же деньги зарабатывать, я с тобой согласна. Надо же деньги. Раньше набережные, да, были, народ один ходил. Нет, а потом вообще я хочу сказать, вот, Игорек, мы сейчас дойдем вот до этого места. Я вот это место очень любила, где он, лавка стоит, вон 3 мужика сидят. А, Почему? Вот сейчас посмотри, как открылась Ялта другая. Этого же нет, вот прямо перейдем. Я понял. Этого же фактически Застроено всё. ничего не было. Не было. Абсолютно. Был Где- лес, был зеленый лес. вот здесь, Валентина Ивановна, вот здесь я любил шторм снимать, когда волны бьются, аж Да. захлестывают А я туда. че- Ну, вот, Михаил вот, Иванович, вот Пугин. Михаил Пуговкин. Знаменитый Да. кадр из фильма Да. «Иван Васильевич меняет Да, профессию». да. Ну, подойдите, обнимите, Валентина Ивановна. Потрите за нос, Валентина Ивановна, и загадайте желание. Да, Загадали? да, Ну все, все. обязательно сбудется. Буду надеяться. И вот смотри, я вот всегда, когда зимой в Ялте была, Угу. здесь, несмотря ни на что, было довольно затишье большое. И я очень часто, у меня все фотографии сделаны отсюда и все. И вот я, понимаешь, я с каждым годом все больше и больше смотрела, сколько появляется новых белых домов. Вон особенно, смотри, где сейчас туман идет, да? Там вообще ничего высокого не было. А вы знаете, Вообще. сколько они здесь стоят? Вот в этих домах? А я тебе могу сказать, От когда... 20 миллионов. Я тебе хочу сказать, моя приятельница там, как только началась новостройка, купила квартиру, я у нее была, 12 тысяч долларов, однокомнатная. 12 это сейчас копейки. Вот я Валентина говорю, Ивановна. 12 тысяч долларов Вот однокомнатная. сейчас бы если такие цены были, можно штук 5 сразу Да, купить. да, 12. и перепродать. Да, 12 всего, 12. Все. И очень приличная у нее квартира, довольно большая. Вот. Мы с Валентиной Ивановной в поисках ромашек. Я не забыл, как вы говорили, мне ромашки. Где у нас магазин? Пока Здесь. еще нету. Пока успокойся о ромашках. Но, Пойдемте, во-первых, пойдемте, вот там пройдем, на обратном пути здесь пойдем. хорошо. Я говорю, ты сейчас благодушествуй, хорошая погода, прекрасная. Ты понимаешь, ты приехал более или менее нормально, добрался. Сколько ты ехал-то приблизительно? От 300 километров, Да. 3,5 часа. 3,5 Ну, часа. я не торопясь. Ну, Я естественно. еще ведь снимал дороги. Я так и поняла, что тебе Там еще чего-то видели, вы понравится. ведь видели, какие строительства идут? Ой. Трасса Симферополь-Ялта. Ой, разрыто все, как у нас на Первомайской. Абсолютно. Ну, что там? Слушай, а какие котлованы вырывают? Там ведь серпантин. Мало этого, они его спрямляют. Они его спрямляют. Жалко, на коптере летать нельзя. Я ведь снимал эти такие стройки здесь, в Крыму. Сейчас, А да. сейчас не информативно, Нельзя. так, без Да, коптера. нельзя, не да, получится. нельзя. Так,
Ну и все-таки давайте мы добьем тему Так, так. санатория вашего. Ну вот, Оформились. она оформилась, я пришла, 2 приличные комнаты. Вот когда ты придешь, посмотришь, первая комната очень большая, и там телевизор, там диван, там кресло, все. Там находится у нас одна. А мы вдвоем, 2 кроватки, маленькая комнатка. Маленькая, Но она у нас такая, нам достаточно, потому что мы там в основном проводим в большой комнате. Здесь мы только спим. Вот. Соседки очень спокойные, очень хорошие. Откуда соседки, Валентина Москва, Ивановна? Все Москва, из Москвы, Москва, Москва. Чуть-чуть, это самое, намного меня моложе, намного моложе. Увлекаются йогой, увлекаются, да, дальними походами. Вас не втянули в это дело? Нет, они Йога, пытались, но я сказала, девочки, немножко поезд ушел. Притормозить надо. Я представляю, вы сидите на полу и Да. ноги закидываете Да, за голову да, на шею. да, для Вот этого, это мой милый, йога. надо постараться очень. Так быстро не бывает. Вот, Понятно. пока ничего, вот это самое. Так что устроено очень хорошо, нормально, нисколько. 2-й этаж, прекрасно, все. Я спокойно там живу. Вот, театр Чехова. Ну, вот Смотрели свое видео, Валентина Ивановна, А? как ехали? Из Тамани не смотрели? Как я могу смотреть, когда у меня Wi-Fi не сделан? Я вы не не сделала. видели? Не сделала. Так Ой. вы можете включить, у вас МТС, можете включить VPN и будет показывать. и всё. Я тебе свой покажу, если ты мне включишь, я буду тебе очень Так благодарна. я вас учил ведь VPN. Ты учил, но еще поучил. Я ученица такая, двоечница. Так Ну что... ладно, тогда вот, когда все закончим, напомните Да, мне. да, вам- я напомню. Нет, дело в том, что я пошла, я нашла здесь МТС, пришла, но мальчики были очень нелюбезны. Чего? Начали там мне что-то лапшу на уши вешать, потому что понимаешь, что я не разбираюсь. Нет, дело в том, что, Валентина Ивановна, у вас уже есть МТС, зачем вам еще? Нет, они хотели, чтобы я купила симку, Ну, не надо и ничего включили покупать. интернет и т.д. и так Это далее. местные, не Да. надо. Отлично Да. работает. Отлично здесь работает интернет. Ну, в общем, у меня эта фиговина есть, ты покажешь. Она у меня есть. Вот опять же, вот я говорю, ты понимаешь, вот опять все выросло. Скоро, вот понимаешь, набережная, наверное, сузится, как узенькая Так проезжая вы не дорога. застали, вот здесь, прям посередине, вон там понастроили торговых рядов. И Аксенов тут воевал с ними, чтобы снесли все. Прям посередине, вон там было, не пройти, не проехать. Понастроили ужасных этих палаток. А здесь вот смотрите, красота. Здесь я недалеко был дегустационный зал, дегустация театра Чехова, и все это было. Всегда все это было. А вот вилла София, Да. которая сейчас Она принадлежит никак Софии ее Ротаровой. продать, никак продать вы в не курсе может. дела, да? Абсолютно. Сколько не пытается, но ей сейчас и не удастся, потому что это теперь Россия. Да, там бешеные цены, она ломит за нее. А вот где... Это от ведь, меня- вы знаете, это бани были. Конечно. Царские бани там Да, какие-то. да. Она переоборудовала, сделала. Но вся загвоздка в том, что у нее же по речке находится несколько... Дом большой. Вот всегда мы здесь. Там дом? Смотри, всегда мы здесь. Ну, давайте с душечкой, да. Сфотографирую вас. Да, с душечкой обязательно. Это уже дань традиции. Да. Дань традиции. Это дама с собачкой. Да, дама с собачкой. Валентина Ивановна, дама с собачкой. Погладьте собачку, Валентина Ивановна. Ух ты моя хорошая. Ух ты моя Боже. А ты как? Отвернулась, не смотрит. Бог с ней. Конечно, Ялта красота, да? Да, да. Ты понимаешь, очень. Хотели бы жить в Ялте, Валентина Ивановна? Только 6 месяцев. И 6 месяцев в Москве. Ну, Пополам. какая хитренькая. Пополам. А если бы не было такого выбора, Если такого выбора не было, нет. Я бы осталась в Москве. мотивируйте, А объясните. объяснить почему? Потому что я родилась и выросла в Москве. Ты понимаешь, я как бы ко всему привыкла. А здесь, во-первых, уже
Игорек, поздно заводить и обрастать друзьями. Нет, если отмотать, допустим, лет 40 назад, Валентина Ивановна. Лет 40 я бы подумала, да. Тут бы вопросов не было, потому что друзей было много. Вот понимаешь, сейчас у меня друзья, ну, я же тебе сказала. Одна в Болгарии, вторая в Голландии, третья умерла. Вот я уже на второй же день проверила. Ну, а если съездила. честно, Валентина Ивановна, не хрен тут делать целый год жить. Это вот сейчас, знаете, вот покупают люди. Много ведь покупают квартиры, а потом продать их не могут, Нет, уехать обратно, потому что Да. вот море, думают, они Да. прям, если здесь начнут жить, будут купаться Нет, каждый день. нет. Это вот такое заблуждение. Нет, это очень большое. И потом, знаешь, как говорится, жить в курортном городе, это тоже довольно напряженно. Надо принимать его ритм, надо принимать его отношения. Цены его надо, Ну, во-первых, цены принять. само собой, это уже говорить нечего. Вот, например, сейчас вот мы подойдем на уголке магазинчик. Был такой прекрасный сейчас, а он стал сейчас парфюмерией. А был? Был гастроном. И когда можно было войти, что-то купить очень вкусное, хорошее, понимаешь? А сейчас, вот сейчас вся эта набережная стала, она стала вся торговая. Причем они такие вот магазины, ну посмотри, все выставлено. Вон, погляди на этих красоток. Да. Вот, Игорь, вот смотри. Не Выставлено. нравится вам, да? Абсолютно. Ну подожди минутку. Давайте, вы говорите, у вас микрофон. Ну и куда? Ну это еще ничего. Ничего, да? Это еще ничего. Ну, а это я в молодости носила. Такое, да? Вот такое, да. И был шифон тогда советский. Был советский шифон. Я это носила. Всё. А цена, правда, они не выставили от скромности, наверное. Вот она сейчас дает рекламу морских прогулок. Я тебе сказала, мы захотели поехать прокатиться в Гурзуф, 2000. 2000 в Гурзуф. Реклама здесь, я сколько себя помню, и в 90-е Да, постоянно они здесь- навсегда. постоянно они здесь Да. гавкали. Ну ладно, ну тогда-то мы ездили. 150 рублей, 200 рублей. Ну слушай, я даже согласна 500 Сколько вы рублей. сказали? Я просто И как-то не по 100 воспринял. рублей было. Нет, сейчас. 2000 до Гурзуфа. Офигеть. А я тебе про что сказала? 2000 до Гурзуфа. Вот сейчас еще подойдем, спросим. Да, А я еще отсюда, знаешь, чем? На подводных крыльях летала в Сочи. Из Когда? Ялты. А, В своем тогда виде. еще, в своё Конечно. И погуляем там, а потом вернемся сюда. Вот видите, вот этот храм построили. Да, это Санитарный корабль Армения. Разбомбили немцы в каком-то 42-м или да, утонул да. он И с ранеными. в памяти им, да. Памятник, да, это Да, это часовню да, построили. это все. Да. Вот подойдем. Ради Пойдем? интереса, подходи. Вот. Работает бар, фотограф, живое вещами. На теплоходе музыка играет. Девушка, поедем кататься? Вас Да, спрашиваю. да. К замку Ласточкино гнездо. Часик по времени. А ласточкино гнездо сколько стоит? 1500 взрослые, 1000 детские. А Так, по времени сколько? Часик по времени. так. А Гурзуф? А Гурзуф? Курсов 2000. 2000 Гурзуф, По понятно. времени? 2,5 часа почти. 2,5 часа. Так, сейчас еще, да. А в Ливадию когда? Не ходит сейчас? Не ходит. А куда еще по ходит? морю пройдем. Куда еще ходит Это только? вот к замку Ласточкино гнездо, часик по времени. И вся все, прогулка я займет. поняла. Спасибо. Мгм. Спасибо, мы подумаем сейчас. Вот так. Да, До гнезда 1150. До Гурзуфа 2. да, где? Нормально. Ну, Да, ну вот мы прошли этот гастроном. Вот он. Вот А. он теперь, вот он, пожалуйста. да, раньше здесь был, Да. А вот гостиница была, называлась «Киев». Вот это. Да, очень паршивая была, очень. Жили здесь? А? Жили Нет, здесь? друзья жили, я просто смотрела. Но сейчас ее немножко облагородили, но что внутри, не знаю. Вот после этого не была, не могу. А это вообще бред, вот посмотри.
торговые ряды. Торговые ряды. Коммерция, Валентина Ивановна. Скажите, Валентина Ивановна, Кого? много вас здесь встречают, узнают? Очень. Очень много. Вот сегодня так мы идем, не обращаем внимания, а когда я иду одна гуляю, но минимум в день 8-10 человек. Минимум. Причем на рынке даже. Самая обширная география, да? Ну, да, нет, на набережной. Вот. Не, я имею в виду география, откуда люди приехали. Это очень обширная, и они, главное, всегда нас постоянно смотрят, и, главное, смотрят твои интервью, понимаешь, они все это смотрят, и все. Обширные были, вот был Хабаровск, был Новосибирск, был Нижний Новгород, был Донецк, дальше это самое, были из Джанкоя были, были из местные. Симферополя местные, да, а потом даже вот спустились из этого... Господи. Так что передавайте привет всем, кто вас А узнал. я и передаю им всегда, Вот я говорю, сейчас всегда. передайте. Да, особенно я Донецку передала, красивому городу, который всегда утопал в розах. Замечательный город, и люди замечательные всегда. Мы им благодарны за то, что они сделали для нас, теперь мы сделаем для них. Вы там были? Была несколько раз в Донецке по работе. Блин, где вы только не были, только не спросишь, везде были. А если взять карту и понатыкать красных звездочек, То она вся будет она звездочка. почти, да, очень много. Вот он еще тоже гастроном. Тоже гастроном. Теперь Видите, и плюс туаль. 16 сейчас. Что случилось? Плюс 16 я показываю. Вот, температура? Да. Да, вон они, да. Смотри, пожалуйста, туаль стали. Сделали туаль. Да. Кстати, приехав сюда, я уже здесь себе, забыв, купила губную помаду. Купили, да? Купила. Ваш цвет. Не совсем, но выбирать было не из чего особенно. Да, ну, хочу сказать, сейчас народу не очень много. Странно, понимаешь, Хотя странно. суббота, ну, ноябрь Суббота. месяц. Вот сейчас на фоне всех магазинов винных, вот этот пугай, посмотри. Какой? Вот, Вина Крыма? Да, оказался самым приличным. Здесь вы Да, здесь. покупали? Здесь покупаем, да, здесь покупаем. Во-первых, очень хороший ассортимент, а во-вторых, очень приличные цены. Ну, он там в подвале. Да, в подвале. В подвале, да. Цены нормальные, да? Приличные, они сказать особо нормальные, но они очень приличные. Терпимые, будем Терпимые, да. Купить можно. Вот канатная дорога теперь. Да. Да. Так, где вы еще танцевали здесь, помимо Платана? Возле- Тут возле центральный Ленина. телеграф. Нет, центральный телеграф. Канатка. Центральный телеграф. Там катали, Там. танцевали, да? Да, и в этот раз, кстати, кстати, девчонки сняли меня там, когда были. У девчонок есть съемка моя. У нас 7 ноября в столовую был приглашен саксофонист с саксофоном. Ага. И играл мелодии. То есть мы даже есть перестали, а только сидели его слушали. Изумительно играл. И вдруг я сижу, и ко мне подходит Толя, наш из Сокольников. Ну, я тебе говорю о нем. Да, да. Здесь он у нас, кстати, Игорек, в костюме, без кепки, без шарфов, без всего. Он у нас здесь дэнди лондонский одет. Вот так. Да. И приглашает меня на это танго. И ему на виду всей столовой, около двери, это танго. Кстати, самое... Открыли рты, наверное. Да, нет, мы сделали, но самое интересное, снимала моя, Таня, которая снимала. Ага. Она приходит потом, говорит: Валентина Ивановна, на меня наехал ваш Толя, дал свой телефон и попросил, чтобы я ему прислал Видео. это видео. Я говорю, ну пришли, человек уже хочется, в конце концов. Вот. Но не знаю. Не срослось, да? А? Не отослала еще? Не знаю. Я же не спрашиваю. Он дал номер телефона. Наверное, отослала она ему, а он, наверное, отошлет тоже. Так он в вашем прям санатории? В моем отдыхает? санатории через 2 стола от меня сидит.
Да. И уезжает так же, как и нет, вы? уезжает 12-го. Я 18-го, а он 12-го. Он пораньше на неделю. Да, он на неделю раньше. У меня вот завтра будет половина срока. Понятно. Вот на этом месте, Игорек, такие пирожки всегда были. Ялтинский А сейчас океанариум. океанариум. Ну, сейчас видишь то же самое, посмотри. Да, это опять Чехов выставлен. Это Чехов выставлен. Вот, все. Вот так. Ну и что тут еще мы? Да, Какие воспоминания? ну, в каких? Есть воспоминаний очень много, если вот немножко пройти вот по этой маленькой улочке. Ага. Вот, нет, вот налево, которая. Вон туда? Там, да, там была изумительная блинная. Я еще это не освоила. Осталась она или не осталась. Вот. Чего? Что там? Валентина Ивановна, что вы там заглядываете? Я заглядываю, здесь блинная была изумительная. Ну, пойдемте, Блины пекли. вы туда не на заходили? Я не была в этот раз. Ну, Я давайте только зайдем. посмотрела. Потому что я вижу, все застроено не то. И сейчас тебе, если выйдем, я тебе домик покажу, где я столько лет прожила у своих знакомых, которые уехали. Вот этого никогда не было. Абсолютно. Зато как, смотрите, здесь Да, это все. тенечки. Да. Да. Такая улочка. А, вы здесь где-то жили, да, у знакомых? И у знакомых, да. Я здесь квартир 3 было. Так, смотри, да. Вот это, смотри, даже посмотри, как красиво сделано. Просто Да. посмотри, как красиво сделано. С тыквой, со всеми этими. Все, смотри, как красиво сделано. Ну, подойдите для картинки. О, отдохнуть, да, Валентина А Ивановна? почему бы и нет? Молодец. Мотороллер. Так что это? Ну, можно и покататься мне. А это что такое, ресторан? Угоните, в милицию сдадут. Так, Ресторан, да. ресторан, да. С 11 до 0. Конечно, Игорек, чуть-чуть. Было здесь чуть-чуть. А вот самый конец. Сейчас, наверное, во что-то превратили. Все, ну ладно, раз мы зашли, ничего. Ну, Не сейчас страшно. Да, немножко пройдем. да, не пойдем страшно, обратно. да. Да. Мы предлагаем лучшую еду по данным индекс. Так, вот моя любимая была. Сейчас Здесь? посмотрим. И да, вот она. Из чего? Что у нее? Кафе. Осталось кафе. А была блинная. Ну, раньше было. Так. Вот этот дом вырос буквально. Его Последний. не было раньше. Не было вообще в помине. Вот. А, какая красота. Птички поют и все. Так, Что, туда пойдем? пройдем вот сюда. Вот он, мой домик. Вот этот, да? Да, А, да, вы гляньте, как здесь. да. Вы здесь жили очень много раз. Да, много-много лет жила. Когда приезжала после санатория, еще оставалось все. Уютненький Всё. такой, Вот, да? да. На каком этаже жили? Второй этаж, и мои окна выходят вот сюда. Вон Вот они, сюда, да? да. Эта часть была полностью наша. Квартира была огромная, трехкомнатная. И вот где сейчас коричневые окна, там рояль стоял, потому что это знакомая, она оперная певица. Все чудесно. Вот так вот. Да, 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 да. Все. Ну давайте Да. вот сюда дойдем. Сейчас чтобы уже- выйдем, да. Нет, сейчас уже все огородили. Причем А раньше вот этого забора ничего Нет, не было? конечно, нет, было просто, ты понимаешь. И когда старшая хозяйка, Тамара Сергеевна,
Она вот из этого домика Вот эти окна были, да? выходила, да, сюда вот тоже балкон выходил. Она выходила и шла к памятнику Ленина читать книги. Она ничего другого не хотела. Вот этот балкон, да, Валентина Ивановна? Да. Вот этот или тот? Нет, Вот этот. вот этот. У нас был весь отдел наш. Был весь наш отдел. Вот, представляешь, по прямой к памятнику Ленина. Да. Вот так. И она, и когда, Вот он, кипарис, гляньте какой. да, Не зря говорят, стройный, как кипарис. кипарис, Да? стройный, как кипарис, да. Распилят деревья. О, травой Чувствуешь, пахнет. да. Замечательно. Травой пахнет замечательно. Косят травку. А сейчас наверняка эти все квартиры, все под сдачу. Абсолютно. Но вот что самое интересное, Игорек, вот в этом доме, да, всегда что-то было. Вот посмотри сейчас. Швейная мастерская, ремонт одежды, работа с Карла Маркса, трикотажем. 12. Вот сколько лет прошло, ничего не меняется. Вот здесь не меняется. Это хорошо или плохо? Хорошо. Есть какая-то стабильность. Почему? Людей да. это устраивает, они довольны. Раз мастерские работают столько лет, значит, они могут работать. Ну да. Ну да, и параллельно набережная идет, все Ну, рядом. вот этого не было, конечно, никогда здесь. Вот. Кофе? Да, это не было. Это что-то из чего-то сделано, понимаешь, абсолютно. Про кофе. Про кофе. Да, и что еще заметил, Игорь? Вот сколько я уже дней нахожусь в Ялте, я за все время встретила 2 советские машины. 1 «Москвич», 1 «Жигуль». Все иномарки, причем все иномарки очень дорогие, очень высокого класса, особенно к вечеру, вот когда мы возвращаемся с ужина, по дороге вообще не пройти. Всё Просто забито иномарками. все только, ты понимаешь, нету советских, русских, каких хочешь машин, только иномарки, только. Ну и вот мы дворами вышли к Вот Ленину. он, да, телеграф, сейчас к Вот Ленину, он, центральный телеграф. Да, вот да, он. к Ленину, Здесь вы танцевали уже, да? да, перед ним. Не вот здесь, а перед ним. понятное Уже дело. было, да. Но причем был певец очень хороший, очень Это хорошо. вот сейчас уже. Вот сейчас, как приехали, это был 2-й день. Мы 1-го приехали, 2 ноября это было. Много Вот. было танцующих? Танцующих было мало, танцевала я и мои 2 соседки. И все. Да нет, потом немножко 2 девочки еще вышли, остальные кругом стояли. Они еще не приучены. Как вы говорите, ваш контингент Наш в контингент, санатории да. В санатории вообще контингент не ахти, да? в основном отдыхающие, больные люди. Вот теперь смотри, Смотрю. мы выходим, вон, ФРЦ Рекс. Это бывший Макдональдс. Конечно, конечно. Я ведь была в тот год, когда его закрыли, когда его обнесли забором, никого не пускали. Ну и вот Ленин, Ну да. знаменитый Ленин. Да, на набережной. сегодня цветов нет, но обычно к нему цветы приносят. Так дело в том, что вот этот EFC, как он сейчас, Да. туда не рекомендую ходить. Да, Очень. Я был вот, когда ездили сюда постоянно, уже вот он был вот так вот, Да. вот этот суррогат. Очень отвратительно там кормят. Крылышки там еще что-то вообще никакие. Так что мы туда не пойдем однозначно. я тебя уже почти привела к сирене. О. Мы уже сейчас будем у сирени. Так Ну, что здесь всё. сейчас будет морской порт, Да, там улица Рузвельта, да. где он там Нет, в нам не Бристоле надо. он жил. Да. Это вот набережная заканчивается, вот Да. идет река Дерекойка, вот здесь протекает Да. и впадает в море. Да. Она идет, кстати, с Айпетри, Да, с плато. да. Здесь в 21 году наводнение было, вот здесь вода, все было залито, смывало машины. Так, а теперь можешь остановиться. Вот на этом месте, где стоит вот эта штуковина, Ага. я была, когда это было лет 20 с лишним назад. На улице начался шторм, и не только шторм, а, наверное, был смерч. Вот я шла вот этой вот штукой, да, вот на этом месте кафе стояла
Союз Печать. Я уцепилась за Союз Печать, потому что меня несло, да? И меня вместе с Союз Печатью приподняло и грохнуло. Да вы что? Серьезно, серьезно. Ну, нормально там, не Ничего, травмировались? нет, не опрокинула, ничего, счастья, что, понимаешь, я сумела удержаться, понимаешь? Если бы я упала, то был бы кошмар, конечно. Да. Конечно. Вот. Ну, а теперь вот его закрыли на ремонт. Или не знаю на что. Вот идите сюда, Да. речку посмотрим. Да, Вот, видите, вижу. здесь она спокойная сейчас. Ее чистили. Да. А когда было наводнение, вообще, Ну, вот всё. это все было здесь затоплено. Кошмар. Сейчас Сейчас она и то очень полноводная. Щас в Обычно это она сложно поверить. Вот здесь идет река Дерекойка, вот она да. идет. А там вот, где мы встретились, где улица Гоголя Да, и Пушкинская, там еще одна там идет. река Водопадная. Водопадная. Она вот идет, это как раз водопадная, водопад Ученцу, Так, 100-метровой так. высоты. Вот это она и есть, эта река. Так что вот. Здорово. И вот смотри, вот теперь, начиная от этой части, говорят, будет сделана и горная зона. Уже купили, Они уже всё в хотели, газете, в «Коммерсанте», которую я прочитала, написано. Ну пойдемте вон к Паш- Бристолю подойдем. Да не только к нему. Я ж тебя веду в сирень свою А. любимую. Как же я ее могу миновать, интересно.